Талгарский перевал, прекрасная погода. Сегодня мы идем в Левый Талгар, до Солнечной Поляны. В роднике, питающем озерко, воды нет, поэтому запасаемся водичкой в Саурыксае. Правда, тут мысль мелькнула, куда они свои нечистоты сбрасывают. Септики, канализация у них. А может, они тут трубу проложили в Саурыксай. В мае здесь ходил. Еще в первой декаде, по-моему, здесь все было засыпано снегом. 2,5 часа шел до Малого Талгарского. А сегодня все растаяло. 1 час 13 минут, и мы на Малом Талгарском перевале. Напомню, я 2,5 часа в начале мая ходил. А вот он и наш любимый Левый Талгар. Спустились на дно ущелья Левого Талгара. Сейчас пойдем вверх. Сначала в сторону Красной Поляны, а потом и Солнечной, где и заночуем. Переход первого селевого выноса сразу за спуском к ущелью. Если пойдете, идите всегда строго по маркерам и по каменным турам. Они везде прослеживаются и показывают оптимальную тропу, оптимальный путь. Не доходя до Красной Поляны, есть еще одна неплохая полянка. Есть много площадок, тоже ровных. Есть вода. Но как-то здесь не очень нравится. Здесь как-то много камней. И не так уютно, как на Красной. Есть место с навесом, с драным, со столом, со скамьями. Кострище. Здесь никогда не останавливался. Ну, естественно, мусор в пакетах оставили. Безобразие. Широкое ущелье. Много леса. Отличается от наших приалматинских ущелий. Красивее, на мой взгляд, оно. Уже недалеко Красная Поляна. Там у нас будет обед. Подошли к Красной Поляне. Какая красотень. Где-то в средней полосе. Небыстрый ручей. Плоская довольно-таки поляна. Сейчас будем обедать. Остановились на обед на Красной Поляне. Домашние донеры, баклажанчики. И горячему шоколаду у нас будет чак-чак. Со сгущенкой, что ли? Да, сгущенка будет. Горячий шоколад со сгущенкой. Места для палаток. Отличный навес, где можно сидеть, кушать, да и просто так. Сейчас будем пить горячий шоколад со сгущенкой и с чак-чаком. Чак-чак очень вкусный. Домашний. С изюмом, с различными видами орехов. Подошли к нижней оконечности бывшей поляны Альпийской розы. Роза. Это маленький кусочек, это все, что от нее осталось. Была очень большая просторная поляна. Примерно, наверное, как поляна Каспи по размерам. Не раз здесь останавливались на ночевке, на дневке. Здесь даже альпийский альплагерь был в свое время. Представляете, какое место потенциально опасное. Все снес сель. Сейчас пойдем по селевому выносу уже скоро. Да, здесь была поляна Альпийская роза. И в начале нулевых сель, сошедший со стороны Комсомола, снес здесь все. Я даже не знаю, наверное, на протяжении нескольких лет Левый Талгар тек под землей. Засыпало Левый Талгар. По-своему красиво.
Прошли часть селевого выноса, примерно, наверное, половина. И сейчас пойдем на островок безопасности. Или он как на карте обозначен зеленый оазис среди моря камней. Закончился оазис. И здесь начинается основное русло Сиэля. Я представляю, что испытывал человек или люди, которые стояли на краешке этого островка, когда пошел сель. Надеюсь, в этот момент все-таки никого не было. Но даже если и были, они с большой долей вероятности уцелели. Уже довольно-таки далеко отдалились от островка. Это бушующий послеобеденный левый Талгар. Но еще, конечно, не такой, как в июле будет, в начале августа. Идем строго по турам. Прошли зону селевого выноса, привал. Сам селевой вынос тянется где-то около 2 километров. Вышли к месту, где после селя образовалось озерцо. Красивое такое, бирюзовое было. А левый Талгар, как я уже говорил, был засыпан отсюда, и до Альпийской розы точно он был погребен. Финальный подъем к Солнечной поляне. Довольно-таки сильно устали. Вид на правый берег левого Талгара. Такие бастионы. Прошли около 10 километров, подошли к Солнечной поляне. Какая красота. Может, удастся сегодня в хижине переночевать. Ни разу не удалось нам в ней переночевать. То мимо проходим, то кто-то обязательно там есть. Не хочется людей беспокоить. Посмотрим. Пока не видно никого, но может внутри люди. Здесь, можно сказать, еще весна. Все-таки высота 2700 метров над уровнем моря. Только зацвела ива. Вернее, распускает листочки свои. Пойдем к хижине. Кажется, там никого нету. Нам повезло. Возможно, я не знаю. Но Ира, по крайней мере, в нее зашла. Мусор зачем-то кидает свои бутылки под хижину. Наверное, думает, кто-то уберет. Зашли в хижину. И что интересно, тут так чисто. Сюда, видимо, всякие разные грязнули не ходят. Даже на полочках порядок. Все в коробочке составлено. Я думал, мы придем, будем здесь порядок наводить. Тряпочка есть. Света нет. Будем первый раз ночевать в хижине. Поужинали. Уже 8 час. У нас есть соседи. Ребята, они будут стоять в 2 палатках. Позвали их в домик, чтобы они тут ужинали. А то они на улице, уже здесь прохладно. Ира моет посуду. Она сегодня дежурная. Пять часов утра. На окнах конденсат. Надышали. Но на нас ничего не капало. Температура в помещении, хотел сказать, в палатке 13,1 градуса. Было спать очень тепло. Печку не топили. Спали так. Просто карематик, спальник, подушка. Спали в термобелье. Ира лежит на второй полке. Завтрак. Бутерброды с сыром, 1 донер пополам и коронное блюдо. Омлет из яичного порошка. Очень вкусная вещь. Поджарили в котелке. Главное, питательное. Переночевали в уютном домике. Было очень тепло. Спасибо тем, кто задумал и реализовал этот проект. А наша задача беречь это всеобщее достояние. Сеток нету на окнах. Поэтому старайтесь аккуратно с окнами, а то много мух бывает. У каждого
У каждой хижины инвентарный номер, как и положено. Есть вентиляция, но она как-то слабо работает. Что еще сказать? Естественно, света нету. Если есть возможность, оставьте после себя что-то полезное. Может, пачку чего-нибудь там, еды какой-нибудь, соль, масло, газ, естественно, не пустой. И весь мусор заберите с собой. Не кидайте мусор в хижине, под хижину, там куча бутылок. Следите за чистотой дымохода. Нам рассказывали случаи, что даже могут бросить пустую банку или, может, и не пустую банку с газом в печку, и был взрыв. Рассказывали ребята. 7 часов утра. Уходим. Погода просто замечательная. Да, наши соседи, спутники нам машут напутственно. Пик печати, пик Конституции, прощальный взгляд на солнечную поляну. Скоро она скроется от наших глаз. По поводу большой кругосветки хотел сказать. Обычно я сколько раз сам ходил, все время ходил июль, август, сентябрь. Но в этом году я смотрю, снегу не так много, и людей ходит намного больше, чем раньше. Не удивлюсь, если там по снегу уже протоптана тропа. Ну, не знаю, можно, нет, но кажется, можно. Оттуда выскочил сель. Я представляю, как это было страшно и грандиозно. Начались каменоломни. 2 километра. Удобный переход через основное русло селя по турам. Я ходил в нулевых годах после селя здесь и был в таком шоке, когда это все увидел. Было такое сырое, свежее. И долго ходил, искал. Ну, возможно, и это место для перехода. За 2 часа спустились к Красной Поляне. Небольшой привал. Отличное место. Редко, наверное, бывает свободным. Чисто здесь. Кто-то убирал. Кострище, скамьи. Там ручей и самая настоящая баня. Сегодня наверняка это место займут, так как выходной праздник Курбан-айт. Баня. Общий вид. Внутри каменка. Хорошенько топится. И потом закрывается все и плещут водичку на камне. Русская банька. Есть скамейки. Отлично. Сколько помню себя, здесь всегда была баня. И рядом ручей, где можно плескаться. Какая красота. Наша любимая Красная Поляна. Красная от слова красивая. Ну, видимо. Там вчера мы обедали. Тоже никого нету. Даже непривычно видеть ее пустой. До свидания, Красная Поляна. За 3,5 часа спустились к месту начала подъема на перевал Большой Талгарский и встали здесь на стоянку, чуть ниже водопада. Решили пока поставить только внутрянку, так как жарко, ветра нет особого. Все, иду на водопад. Пойду полюбуюсь им. Вон он впервые показался вдали. Постараюсь максимально к нему подойти. Такие заросли здесь. Тропа совсем плохо натоптанная. Подход не очень удобный.
Приходится или идти по руслу, или вдоль русла. Очень красивый. Так и иду вдоль русла или через заросли. Бывает иногда и по руслу кое-где. Сейчас, кажется, придется так. Водопад уже ближе. Такой красивый. Так и манит. Вот он, я вышел на него. Красавец. Очень красивый водопад. Очень. А возле него такая ровная площадка довольно-таки. Можно даже на пикник устраиваться. Сейчас подойду вплотную к этому красавцу. Вау, красота. Вот он какой. И пошел туда. По труднопроходимым зарослям. Возвращаюсь в наше становище, переполненное эмоциями. Очень красивое зрелище. Дай бог, чтобы он остался таким же чистым всегда и нетронутым. Сегодня у нас дегустация нового для нас блюда. Снетки, сублимат снетки, гуляш венгерский с говядиной. Попробуем. Так, пакетик открыли. Запах ароматный. Сейчас зальем водичкой, дадим настояться. Написано 15 минут, да? Да, 15 минут. Ну, долговато, конечно. Потом будем есть. Заливаем водичкой, кипятком. И закрываем зип-пакет. чтоб настоялось. Да. Можно его потрясти, кстати. Перемешается, получится. Вот что там у нас? Такое блюдо получилось. Понюхай, как аромат. Да, пахнет вкусно. Ну-ка покажи, что там. Вот. Да, гуляш и гуляш. А на вкус? Ну, сейчас буду кушать. Да, вкусно. Очень вкусно. Очень. Однозначно рекомендую. Но дорого. Один недостаток. Дорого. Съели до последней капельки. Вкуснейшее блюдо. Снетки. Советую. Да, рекомендую. Как я уже сказал, единственный недостаток — это дорого. Ну, я так считаю, сезон не такой уж и длинный. Например, если идешь какой-нибудь многодневный поход уже на там 5-10 дней, то стоит их набрать. Они сэкономят и вес, и создадут атмосферу, домашнюю атмосферу в походе. Практически домашнее блюдо. Домашнее, очень вкусное. 4 часа 30 минут. Ночь была рекордно теплая в этом сезоне. Сейчас в палатке, температура в палатке 15,5 градуса. Тепло, сухо, безветренно. Спали как сурки. Безмятежно. Сейчас будем подниматься. 6 часов 50 минут. Покидаем хорошее гостеприимное место вдали от троп. Идем на перевал Талгарский Большой. На подъеме в сторону перевала
какой-то провал. Возможно, там есть грот. Спуститься бы, посмотреть. Туда вылетели птицы. Следы от мотоциклов. 2 дня назад здесь мы встретили поднимающихся вверх ребят на эндуро с ДВС. Они готовятся к соревнованиям. Здесь пешком-то тяжело подниматься. А они на мотоциклах. Причем по условиям соревнований спешиваться нельзя. Спортсмен должен всегда находиться в седле мотоцикла. Здесь на километре с небольшим набираешь примерно 400 метров высоты. Это самый крутой подъем здесь. Два дня назад была заполнена только правая половинка озера Ливчик. А сегодня уже и левая заполняется. Усилилось таяние. Подходит к концу наш поход с 2 ночевками. Казалось бы, банальный маршрут до Солнечной поляны характеризовался для нас 2 особенностями. Первое. Мы впервые ночевали в спасательной хижине. Вторая особенность. Впервые вплотную подошел к водопаду в Левом Талгаре, который еще называют водопад Комсомол.